Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю фунчозу с кальмарами и овощами. Намного лучше, чем в любом ресторане. Живя во Вьетнаме много лет, я влюбилась в местные вкусы, но немного адаптировала блюдо под европейскую палитру. Идеальное сочетание нежных кальмаров, хрустящих овощей, тонкой стеклянной лапши, пропитанных ароматным соусом. Все, что я люблю в азиатской кухне, но чуть мягче и ближе для нашего вкуса. Готовится все очень быстро, без лишних хлопот. Легкое, но сытное блюдо, которое точно стоит попробовать. Оно превосходно подойдет для обеда или ужина. Для рецепта мне понадобится: в первую очередь я буду готовить фунчозу. Ее еще называют стеклянной лапшой. После того, как ее отварим, она становится такая прозрачная. Обычно я покупаю корейскую фунчозу. На мой взгляд, она получается самая вкусная. Обязательно читаем на упаковке, сколько надо готовить фунчозу, потому что ее есть много разных видов. Некоторые виды этой лапши надо просто замачивать в горячей воде. У меня же вот эту фунчозу надо отваривать в кипящей воде 10 минут. В кипящую воду отправляю отвариваться фунчозу. Я засекаю время. И пока варится фунчоза, я подготовлю все овощи. И также порежу кальмары. Имбирь режу соломкой. Также средними кусочками режу чеснок. Лук режу перьями. Я сразу подготавливаю все ингредиенты, потому что готовится все очень быстро. Соломкой режу морковь. Также соломкой режу стебель сельдерея. Красный перец. И режу грибы. Я люблю использовать для этого блюда именно коричневые шампиньоны. Они сюда прекрасно подходят. Но, конечно, можно использовать и обычные белые. Вообще в азиатской кухне очень часто используют не шампиньоны, а грибы шиитаки. Они получаются такие очень пахучие, ароматные. Но, конечно, их купить довольно сложно. Только в специальных магазинах. Какая красочная получилась тарелка. Кальмары предварительно я хорошо помыла, почистила. И теперь режу соломкой. Старайтесь резать кальмары потоньше. Кстати, хотела сказать, что для этого рецепта фунчозу лучше не варить до конца. То есть оставить ее как бы немного аль денте. То есть у меня, если на упаковке написано, что я ее варю 10 минут, я ее буду варить минут 6-7. У меня фунчоза уже готова, и я ее сливаю через сито и промываю холодной водой, чтобы остановился процесс приготовления. Варилась у меня фунчоза 7 минут. Промытую фунчозу я выложила в сито. И сейчас я ее немного разрежу ножницами, чтобы она не была такой длинной. И ее удобно было есть. Видите, лапша это потому и называется стеклянная, что она фактически прозрачная. Я поставила разогреваться сковороду. Наливаю небольшое количество растительного масла. И также сразу добавляю немного кунжутного масла. Примерно 1 столовую ложку. Кунжутное масло сразу дает такой сумасшедший аромат. И теперь отправляю обжариваться имбирь и чеснок. Обжариваю их буквально полминуты. Сразу же следом отправляю лук. Обжариваю также буквально в течение полминуты. Просто чтобы лук стал чуть-чуть мягче, чуть-чуть. Потому что все овощи в азиатской кухне должны быть такими аль денте. Они не должны быть пережаренными. Я готовлю на большом огне, все время помешивая. Теперь в сковородку добавляю грибы. И сразу же добавляю морковь. Обжариваю, чтобы морковь стала мягче. Но она также должна оставаться хрустящей. Не пережаривайте их. Как только морковь стала немного мягче, добавляю сельдерей и красный перец. Обжариваю еще минуту.
Овощи немного солю, совсем немного, так как я сюда буду еще добавлять соевый соус. Добавляю черный перец, также можно использовать и острый перец чили. Добавляю сушеный чеснок и сушеный лук. Перемешиваю. И добавляю порезанные кальмары. Кальмары готовятся очень быстро, поэтому ничего долго жарить не надо. Я сейчас все перемешиваю. Посмотрите, какая красота получается, просто невероятная. Добавляю 2 столовые ложки соевого соуса и 1 столовую ложку устричного соуса. Если вы не найдете устричный соус, его можно заменить соусом терияки, либо тогда просто добавляйте только соевый соус. Перемешиваю и вливаю немного воды, чтобы все-таки получился такой соус. Перемешиваю. Довожу все до кипения. Посмотрите, вот такой должен получиться соус. И, конечно, когда сейчас все закипит, я попробую его на вкус. Если не хватает соли, можно добавить либо соль, либо соевый соус. А кальмары фактически уже готовы. Как видите, они уже стали вот такими белыми, непрозрачными. Попробую соус. Идеально. Ничего добавлять не буду. И теперь в сковородку добавляю фунчозу. Все перемешиваю, прогреваю фунчозу просто, чтобы она стала теплой, и сковородку снимаем с плиты. Все готово, блюдо полностью готово. Вы посмотрите, как это быстро, просто и насколько это вкусно. Хорошо все перемешиваем, чтобы фунчоза пропиталась всеми вот этими ароматами этого соуса шикарного. Соус кипит. Сковородку снимаю с плиты. Все готово. Сразу горячим блюдо подаем к столу. Сверху по желанию можно присыпать все кинзой. Друзья, вы только посмотрите, какая красота получилась, как это вкусно. Конечно, такое блюдо в Азии подают на одной большой общей тарелке, и потом все себе насыпают в тарелки отдельные пиалки и едят. Обязательно приготовьте такую фунчозу, я уверена, она всем понравится. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!